Какой завод в истории человечества был самым великим? Не самым большим по площади и не самым дорогим, а тем, что буквально изменил мир. На одном предприятии работало больше людей, чем живет в иных европейских столицах. Другой завод выпускал готовый автомобиль каждые 93 секунды. Третий в одиночку производил половину всего военного снаряжения целой страны в разгар самой кровопролитной войны в истории. Вы, скорее всего, думаете об огромных современных комплексах с роботами и компьютерами, но самые поразительные заводы в истории были построены задолго до этого. И именно они заложили правила игры, по которым работает вся мировая промышленность сегодня. 21 января 1928 года Генри Форд подписал контракт на строительство комплекса, который инженеры между собой называли просто монстром. Участок земли площадью почти 200 гектаров на берегу реки Руш в штате Мичиган уже к тому времени был застроен цехами, но Форд решил расширить производство до масштабов, которые никто в мире еще не пробовал. На пике работы комплекс Ривер Руш включал 93 отдельных здания, 130 километров внутренних железнодорожных путей и собственную электростанцию мощностью, достаточной для снабжения электричеством целого города с населением в 500 000 человек. Каждый день на территорию завода прибывало около 100 судов и 1500 железнодорожных вагонов с сырьем. Железная руда, уголь, известняк и песок заходили с одного конца комплекса. И уже через 28 часов с другого конца выезжал готовый автомобиль. Форд не просто построил завод, он построил замкнутую вселенную. Форд владел лесами в Мичигане и Миннесоте, откуда шла древесина. Он владел угольными шахтами в Кентукки. Он владел железнодорожными ветками, по которым все это доставляло. Ривер Руш имел собственные доменные печи, сталелитейный цех, стекольное производство, резиновый завод и даже бумажную фабрику, которая выпускала картон для упаковки деталей. Идея была проста до жестокости. Ни один цент не должен уходить чужому поставщику, если можно сделать все самому. В 1931 году на Ривер Руш одновременно работало 75 тысяч человек. Это больше, чем население тогдашнего Детройта 20 годами ранее. Смены длились по 10 часов. Темп конвейера не снижался ни на минуту. Рабочие не имели права разговаривать во время смены. Это официально запрещалось внутренними правилами завода. Форд содержал собственную службу безопасности из 900 человек под руководством Гарри Беннета, бывшего боксера, который разгонял любые попытки организовать профсоюз с помощью кулаков и дубинок. В марте 1932 года, в разгар Великой депрессии, около 3000 безработных двинулись маршем к воротам Ривер Ружа с требованием принять их на работу. Беннет приказал открыть пожарные шланги на морозе, а затем пустил в ход полицию. 4 человека погибли, более 60 получили ранения. Событие вошло в историю как голодный марш и стало одним из самых мрачных эпизодов американской индустриальной эпохи. Но завод продолжал работать. Во время Второй мировой войны Ривер Руш переключился на военное производство и выпускал бронетранспортеры, авиационные двигатели и армейские джипы. За 4 года войны комплекс произвел военной техники на сумму, эквивалентную сегодняшним 20 миллиардам долларов. Черчилль однажды назвал американскую промышленность арсеналом демократии. И значительная часть этого арсенала была сделана именно здесь, на берегу реки Руш. Ривер Руш изменил само понятие о том, что такое завод. До Форда фабрики покупали готовые детали у поставщиков и собирали из них изделия. После Форда крупнейшие промышленники мира начали строить вертикально интегрированные империи, где все, от добычи сырья до продажи готового товара, находилось под одной крышей. Этот принцип до сих пор используют крупнейшие корпорации планеты, хотя сам Ривер Руш давно уже не тот монстр, которым был в 30-е. Пока Форд строил свою империю в Мичигане, в 3000 километров к востоку немецкие инженеры изучали его методы с карандашами наготове и делали пометки на полях технических чертежей. В 1938 году в небольшом городке Фалькерслебен в Нижней Саксонии началось строительство завода, который должен был превзойти Ривер Руш по всем показателям. Адольф Гитлер лично заложил первый камень в фундамент и пообещал, что каждый немецкий рабочий получит собственный автомобиль за 990 марок, то есть примерно треть годовой зарплаты. Автомобиль назвали Kraft durch Freude Wagen, что переводится как «сила через радость». Позже весь мир узнает его под другим именем Volkswagen. Завод строили с нуля в чистом поле. Архитектор Петер Коллер спроектировал главный корпус длиной почти 1,5 километра. На тот момент самое длинное промышленное здание в Европе. Рядом вырос целый город для рабочих с жилыми кварталами, магазинами и школами. Немцы по всей стране начали откладывать деньги в специальные сберегательные книжки программы КДФ-Ваген. За 4 года 336 тысяч человек внесли взносы на общую сумму 280 миллионов рейхсмарок. Ни один из них не получил обещанного автомобиля. Когда в сентябре 1939 года началась война, завод немедленно переключился на военное производство. Вместо народных автомобилей конвейер начал выпускать военные командирские машины Кюбельваген и амфибии Швимваген. Но самое страшное началось в 1942 году, когда на завод начали поступать подневольные рабочие. К концу войны 2/3 всей рабочей силы предприятия составляли
составляли принудительные работники, заключенные концентрационных лагерей, советские военнопленные и угнанные на работу граждане оккупированных стран. Всего через завод прошло около 12 тысяч человек в условиях принудительного труда. Смертность среди них была высокой. Людей содержали в бараках на территории завода, кормили по минимуму и гнали на конвейер по 12 часов в сутки. В апреле 45-го американские войска вошли в Фалькерслебен и обнаружили завод практически нетронутым. Союзные бомбардировщики намеренно не трогали производственные корпуса, планируя использовать мощности после победы. Британский офицер Айван Херс получил приказ оценить состояние предприятия и доложил, что при минимальных вложениях завод можно запустить снова. Британское командование отдало приказ возобновить производство. Требовались автомобили для нужд оккупационной администрации. В декабре 45-го с конвейера сошли первые послевоенные Volkswagen. Когда британцы предложили завод немецким автопроизводителям и крупным международным компаниям, все отказали. Генри Форд II осмотрел предприятие и сказал, что оно не стоит и цента. Представители компании Renault заявили, что машина никому не нужна. Эксперты британского правительства написали в официальном отчете, что автомобиль не отвечает требованиям современного рынка и производство следует закрыть. Все они ошиблись. К 1952 году завод производил уже 100 тысяч автомобилей в год. В 1959-м «Жук» стал самым продаваемым импортным автомобилем в Соединенных Штатах. В 1972-м он побил рекорд Форда модели Т, продержавшийся 45 лет, и стал самым массовым автомобилем в истории на тот момент. Всего было выпущено более 21 миллиона «Жуков». Последний сошел с конвейера в мексиканском Пуэбле в 2003 году. Завод, который строили как инструмент нацистской пропаганды и использовали как машину принудительного труда, превратился в один из символов немецкого экономического чуда. Если Ривер-Руж был монстром, а Фалькерслебен машиной пропаганды, то советский Магнитогорск был чем-то принципиально иным. Это был завод, построенный на чистом отчаянии и государственной воле, в месте, где не было вообще ничего. Ни дорог, ни жилья, ни инфраструктуры. Только голая степь на Южном Урале и гора с названием Магнитная, в которой залегало одно из крупнейших месторождений железной руды в мире. В январе 1929 года Сталин подписал постановление о строительстве металлургического комбината мощностью, способной перекрыть все производство стали в царской России разом. Срок 3 года. Место — степь без единого здания в радиусе 100 километров. Температура зимой до минус 40 градусов. Советские инженеры не имели опыта строительства подобных объектов, поэтому пригласили американскую компанию из Кливленда под названием МакКи, которая спроектировала комбинат по образцу сталелитейного завода в Гэри, штат Индиана. Строительство началось в условиях, которые сложно описать без ощущения нереальности происходящего. Первые рабочие жили в палатках при морозе ниже 30 градусов. Инструментов катастрофически не хватало. Грунт долбили кирками и лопатами вручную. Пиковый период на стройке одновременно работало более 100 тысяч человек, среди которых были добровольцы-комсомольцы, раскулаченные крестьяне, этапированные заключенные и иностранные специалисты. Американские инженеры из компании МакКи жили в отдельном поселке с нормальным питанием и отоплением, и каждый вечер наблюдали из окон, как в нескольких сотнях метров от них люди умирают от холода и истощения. Первая доменная печь была запущена в феврале 1932 года, на несколько месяцев позже срока, но все равно быстрее, чем строился любой сопоставимый объект на Западе. К 1940 году Магнитогорский металлургический комбинат производил больше стали, чем вся Великобритания. Одно предприятие, один город в степи, больше стали, чем целая промышленная держава. Когда в июне 41-го Германия напала на СССР, именно Магнитогорск стал главным основанием советского военного производства. За первые полгода войны немцы захватили или разбомбили большую часть западных промышленных районов страны. Магнитогорск находился в 2000 километров от линии фронта. До него не долетал ни один немецкий бомбардировщик. Комбинат немедленно перешел на круглосуточный режим. Сюда эвакуировали оборудование с захваченных заводов Украины и Белоруссии. Станки грузили прямо под бомбежками и везли на восток. Каждый третий танк советской армии в годы войны был сделан из магнитогорской стали. Броня для знаменитого Т-34 разрабатывалась и прокатывалась именно здесь. Инженеры комбината за несколько месяцев освоили производство броневого листа, которое в мирное время требовало лет-эксперимент. В 1942 году рабочая смена на комбинате официально составляла 12 часов, но фактически люди не уходили по 18 и 20 часов подряд. Подростки 14 и 15 лет стояли у домен на ящиках, потому что не доставали до рычагов управления. За 4 года войны Магнитогорск выплавил 100 миллионов тонн стали, больше, чем Германия за тот же период со всеми захваченными европейскими заводами вместе взятыми. Американский журналист Джон Скотт, проработавший на комбинате несколько лет в 30-е и написавший книгу «За Уралом», позже скажет, что Магнитогорск выиграл Вторую мировую войну раньше, чем она началась, просто потому, что был построен. В 1954 году японский инженер Таити получил задание, которое оказалось невыполнимым.
Руководство компании Toyota потребовало догнать американское автомобильное производство по эффективности, при том, что у японцев не было ни сопоставимых капиталов, ни сырьевой базы, ни такого внутреннего рынка. Оно объездил заводы Форда в Детройте, изучил конвейерную систему и вернулся в Японию с одним выводом. Американцы производят огромное количество лишнего. Лишних деталей, лишних движений, лишнего времени. Он решил построить систему, где лишнего не существует вообще. Завод Toyota в Карому, сегодня этот город называется Toyota City в честь компании, стал лабораторией для самого радикального эксперимента в истории промышленности. Оно ввел принцип, который назвал дзидока. Машина останавливается сама, как только обнаруживает дефект. Если вы хотите узнать, как современные нейросети могут изменить вашу жизнь так же, как River Rouge изменил автоиндустрию, заходите на playprofil.com и не забывайте, только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус в 500 токенов. Это почти как подарок от Генри Форда, но без тяжелых смен. На конвейере Форда бракованная деталь шла дальше по линии, и проблему исправляли в конце. Он у любой рабочий мог остановить весь конвейер, потянув за веревку над головой, если замечал отклонение от нормы. На заводах Детройта такое поведение означало немедленное увольнение. В Карому это стало обязанностью каждого сотрудника. Второй принцип назывался канбан — система карточек, регулирующих поставку деталей. Вместо того, чтобы производить детали заранее и складировать их на огромных складах, как делал Форд, Toyota получала каждую деталь ровно в тот момент, когда она была нужна на конвейере. Склады исчезли, запасы исчезли, деньги, замороженные в непроданных деталях, высвободили. Позже весь мир назовет эту систему точно в срок и будет копировать ее на протяжении полувека. Но человеческая цена этой эффективности была огромна. Система ОНО требовала от рабочих такой концентрации и такого темпа, что на заводах Toyota возникло явление, для которого в японском языке появилось отдельное слово — кароси, что означает «смерть от переутомления на рабочем месте». Первый официально зафиксированный случай кароси произошел именно на заводе Toyota. В 1969 году 29-летний рабочий конвейерной линии умер от инсульта прямо на смене. Японское правительство признало кароси официальной причиной смерти только в 1987 году, когда счет подобных случаев пошел на тысячи в год по всей стране. При этом производительность завода росла с такой скоростью, что цифры выглядят неправдоподобно. В 1950 году Toyota выпускала около 3000 автомобилей в год. В 60-м уже 155 тысяч. В 70-м почти 2 миллиона. Время сборки одного автомобиля сократилось с нескольких дней до нескольких часов. Количество дефектов на 100 автомобилей упало в десятки раз по сравнению с американскими конкурентами. В 1984 году Toyota и General Motors открыли совместный завод в калифорнийском Фримонте под названием Nummi. Американцы хотели понять, как японцы добиваются такого качества. На завод взяли тех же рабочих, которые прежде работали на закрытом заводе General Motors в том же здании. С репутацией худшего предприятия в американской автопромышленности, где прогулы достигали 20%, а на парковке открыто продавали наркотики. Японские менеджеры Toyota не уволили ни одного из них. Они просто обучили людей своей системе. Через год завод Nummi стал лучшим по качеству среди всех предприятий General Motors в Северной Америке. Те же руки, те же люди, другая система. Производственная система Toyota сегодня преподается в каждой бизнес-школе мира. Ее принципы используют не только автомобильные заводы, но и больницы, авиакомпании и строительные компании. Тайти Оно умер в 1990 году, так и не получив широкой публичной известности за пределами промышленных кругов. Его имя не стало таким же знаменитым, как имя Форда. Но система, которую он создал в небольшом японском городе, изменила способ производства всего, что производится на планете. В сентябре 1942 года американское правительство арендовало заброшенный теннисный корт под трибунами университетского стадиона в Чикаго. Официально это место не существовало. В документах оно проходило как металлургическая лаборатория. На самом деле под трибунами стадиона Стэг Филд группа физиков под руководством итальянца Энрико Ферми строила первый в истории ядерный реактор и параллельно запускала производственную цепочку, которая через 3 года выпустит самое разрушительное оружие в истории человечества. Манхэттенский проект формально не был заводом в привычном смысле, но по масштабу производственной инфраструктуры он превосходил большинство промышленных предприятий эпохи. В 3 засекреченных городах, которых не было ни на одной карте, одновременно работало более 130 тысяч человек. Оук-Ридж в Теннесси, Хэнфорд в штате Вашингтон и Лос-Аламос в Нью-Мексико были построены с нуля за несколько месяцев с жилыми кварталами, магазинами, школами и больницами. Жители этих городов не знали, что именно они производят. Большинство выполняло узкую техническую операцию, не понимая ее места в общей цепочке. Завод в Оук-Ридже занимал площадь 70 тысяч квадратных метров и
потреблял больше электричества, чем весь город Детройт. Его задачей было обогащение урана, процесс разделения изотопов, для которого требовалось оборудование такой точности, что допустимые отклонения измерялись тысячными долями миллиметра. Рабочие обслуживали тысячи одинаковых панелей управления, не зная, что находится за ними. Одна сотрудница позже вспоминала, что проработала на заводе 2 года и узнала, чем именно занималась, только после того, как по радио объявили о бомбардировке Хиросимы. Хэнфордский комплекс в штате Вашингтон производил плутоний. Для охлаждения реакторов требовалось такое количество воды, что рядом с заводом пришлось построить отдельную систему насосных станций на реке Колумбия производительностью 750 миллионов литров в сутки. Строительство комплекса потребовало переселения индейских племен, живших на этих землях, и нескольких небольших городков. Людям давали несколько дней на сборы и выплачивали компенсацию, размер которой не обсуждал. Общая стоимость Манхэттенского проекта составила $2 миллиарда в ценах 1945 года. Это примерно 28 миллиардов по нынешнему курсу. Конгресс США выделял эти деньги частями, не зная реальной цели расхода. Президент Рузвельт лично контролировал секретность проекта. Вице-президент Гарри Трумэн узнал о существовании атомной бомбы только после смерти Рузвельта, когда сам стал президентом. 6 августа 1945 года бомба, собранная в Лос-Аламосе из материалов, произведенных в Оук-Ридже и Хэнфорде, уничтожила Хиросиму за 43 секунды. 9 августа вторая бомба уничтожила Нагасаки. Производственная цепочка, запущенная под трибунами Чикагского стадиона, сработала с точностью, которую ее создатели сами не могли предсказать. Но подлинное наследие Манхэттенского проекта как производственного феномена лежит не в военной сфере. Технологии точной обработки металлов, разработанные для нужд атомного производства, легли в основу послевоенной электронной промышленности. Методы управления крупными научно-производственными проектами, отработанные в 3 засекреченных городах, стали стандартом для аэрокосмической отрасли. Система контроля качества, введенная в Оук-Ридже, где единственный дефект мог привести к катастрофе, напрямую повлияла на стандарты производства полупроводников, тех самых, из которых сделаны все современные компьютеры и телефоны. Завод, которого не существовало на картах, создал промышленную основу второй половины 20 века. В октябре 2008 года крупнейший в мире производитель полупроводников, компания Intel, объявила о сокращении 6000 рабочих мест. Финансовый кризис ударил по всей электронной промышленности одновременно. Заказы на микросхемы упали на 40% за 3 месяца. Заводы в Орегоне, Аризоне и Ирландии перешли на сокращенный режим работы. Казалось, что индустрия, выстроенная на принципах Манхэттенского проекта и доведенная до совершенства за полвека, наконец достигла своего потолка. Но именно в этот момент в провинции Чжэцзян на востоке Китая тихо достраивался завод, который через 10 лет изменит всю мировую электронику. Компания Foxconn к тому времени уже была крупнейшим контрактным производителем электроники в мире, но ее комплекс в городе Лунхуа в провинции Гуандун только начинал набирать обороты. К 2010 году на одной территории площадью около 3 квадратных километров работало 450 тысяч человек. Это больше, чем население Страсбурга или Екатеринбурга. Лунхуа не был заводом в обычном смысле. Это был город внутри города. На территории комплекса располагались 150 производственных корпусов, 23 столовых, способных одновременно кормить десятки тысяч человек. Несколько больниц, пожарная часть, полицейский участок, собственный телевизионный канал и книжный магазин. Рабочие жили в многоэтажных общежитиях прямо на территории, платя компании за проживание и питание. Некоторые не выходили за периметр неделями. Здесь собирали продукцию Apple, Hewlett-Packard, Dell и десятков других мировых брендов. Каждый второй смартфон в мире в тот период прошел через руки рабочих Foxconn. Стандартная смена длилась 12 часов. Базовая зарплата составляла около $170 в месяц. Рабочие могли увеличить ее вдвое за счет сверхурочных, но для этого требовалось работать без выходных по 60 и более часов в неделю. Темп на конвейере определялся нормой. Например, на линии сборки клавиатур каждый рабочий выполнял одну операцию 1800 раз за смену без права на паузу вне установленного перерыва. В 2010 году на заводах Foxconn покончили с собой 14 человек. Все они были молодыми. Большинству не исполнилось и 25 лет. Все прыгали с крыш заводских общежитий. Компания отреагировала немедленно, но не изменением условий труда, а установкой защитных сеток по периметру всех высотных зданий на территории комплекса. Сетки до сих пор стоят на месте. Кроме того, руководство потребовало от рабочих подписать документ с обязательством не совершать самоубийство и не подавать судебных исков против компании в случае гибели. Международный скандал заставил Apple провести проверку условий труда на заводах поставщика. Аудиторы зафиксировали систематические нарушения: сверхурочные сверхзаконного лимита, задержки зарплат, использование труда несовершеннолетних на отдельных операциях. Apple опубликовала результаты проверки.
Впервые в истории крупная технологическая компания раскрыла полный список своих производственных поставщиков. Foxconn повысил базовую зарплату на 25% и сократил сверхурочные. Темп конвейера при этом не изменился. К 2015 году Foxconn начал масштабную программу с автоматизации под названием «Огни не нужны», подразумевая, что роботам не нужно освещение. На некоторых линиях доля ручного труда сократилась с 90 до 30% за 3 года. Компания объявила о планах заменить большинство рабочих конвейерных линий роботами к 2020 году. Этого не произошло. Оказалось, что человеческие руки при сборке сложной электроники все еще точнее и дешевле роботизированных систем для ряда операций. 450 тысяч человек в Лунхуа сохранили работу не потому, что компания о них заботилась, а потому что заменить их оказалось технически сложнее, чем предполагалось. В 2017 году в пустыне Невады на скорости открылись ворота комплекса, который Илон Маск называл просто гигафабрика. Площадь крыши здания составляла почти 200 тысяч квадратных метров. На тот момент самая большая крыша в мире. Внутри одновременно работало около 10 тысяч человек в 3 смены без остановки. Задача была сформулирована предельно конкретно. К 2020 году производить больше аккумуляторных ячеек, чем весь остальной мир вместе взят. Но это была не просто большая фабрика. Tesla строила принципиально новую производственную логику. Маск открыто говорил, что главный продукт компании не автомобиль, а сама машина производства. Он называл завод машиной, которая строит машины, и требовал от инженеров проектировать производственные линии с такой же тщательностью, с какой проектируется сам автомобиль. На практике это означало, что Tesla раз за разом меняла конструкцию продукта прямо в процессе производства, что по всем традиционным промышленным стандартам считается катастрофой. В 2018 году завод в Неваде едва не уничтожил компанию. Маск поставил цель выпускать 5000 автомобилей модель 3 в неделю. Реальные цифры были в 10 раз меньше. Конвейерные линии останавливались по нескольку раз в смену. Роботизированные системы, которые должны были работать без участия человека, давали сбои каждые несколько минут. Маск позже признал в интервью, что чрезмерная автоматизация стала ошибкой. Компания установила слишком много роботов там, где человеческие руки справлялись бы быстрее и надежнее. Это было прямым повторением урока, который Foxconn усвоил несколькими годами ранее. Решение оказалось неожиданным. В мае 2018-го прямо на парковке рядом с заводом развернули огромный шатер из брезента и за 2 недели смонтировали внутри дополнительную сборочную линию. Временный шатер на парковке производил столько же автомобилей, сколько высокотехнологичный роботизированный завод внутри здания. Акции компании в тот период падали так стремительно, что несколько крупных инвесторов публично требовали отставки Маска. Он провел на заводе несколько недель подряд, ночуя прямо в переговорной комнате на полу. К концу 2018-го цель в 5000 автомобилей в неделю была достигнута. К 2022-му Tesla производила уже около 40 тысяч автомобилей в неделю на нескольких заводах по всему миру. Гигафабрика в Неваде стала первым звеном сети. Следом появились заводы в Шанхае, Берлине и Техасе. Шанхайский завод был построен за 350 дней, от первого колышка до схода первого автомобиля с конвейера. Для сравнения, строительство традиционного автомобильного завода занимает от 3 до 5 лет, но подлинный масштаб того, что строит Tesla, становится понятен через одну цифру. Для перевода всего мирового автомобильного парка на электрическую тягу требуется количество аккумуляторов, производство которых при нынешних темпах займет несколько сотен лет. Tesla проектирует новое поколение аккумуляторных ячеек, которые можно производить в 100 раз быстрее существующих. Если это получится, один завод в Неваде закроет годовую потребность всей планеты в аккумуляторах для электромобилей. Один завод — вся планета. Именно эту задачу Маск ставил с самого начала, и именно поэтому назвал здание не просто фабрикой, а гигафабрикой от греческого «гига», означающего «миллиард». Ривер Руж Форда производил все необходимое для одного автомобиля под одной крышей. Магнитогорск производил сталь для целой страны в состоянии войны. Гигафабрика в Неваде проектируется под задачу другого масштаба — обеспечить энергетический переход всей цивилизации. Разница между этими 3 целями точно описывает, как менялись амбиции промышленного производства за 100 лет. Итак, какой завод в истории был величайшим? Ответ зависит от того, что считать величием. По масштабу единовременного производства. Магнитогорск. 100 миллионов тонн стали за 4 военных года, каждый 3-й советский танк, производство броневого листа, освоенное за месяцы вместо лет. С этого завода исход Второй мировой войны на Восточном фронте мог быть другим. И это не преувеличение, а оценка военных историков, работавших с советскими архивами после 91 года. По влиянию на принципы производства Ривер Руж Форда и завод Тойоты в Карому делят первое место. Форд доказал, что вертикальная интеграция позволяет контролировать себестоимость от руды до готового изделия. Таити.
Оно доказало, что та же вертикальная интеграция без устранения потерь просто дорогой способ производить брак в промышленных масштабах. Обе идеи верны одновременно, и именно их синтез лежит в основе любого современного производства. По последствиям для цивилизации Манхэттенский проект, завод которого не было на картах, не только создал ядерное оружие, он создал стандарты точности, контроля качества и управления сложными проектами, без которых не было бы ни полупроводниковой революции, ни космической программы, ни современной медицинской техники. Каждый раз, когда врач использует томограф или хирург работает с лазерным оборудованием, в основе этих технологий лежат производственные стандарты, разработанные в засекреченных городах Теннесси и Нью-Мексико в 43-м и 44-м годах. Но есть один факт, который объединяет все заводы из этого списка и дает окончательный ответ на вопрос о величии. Ривер-Руж строили свободные рабочие, которых избивали за попытку создать профсоюз. Фалькер-Слебен работал на принудительном труде заключенных. Магнитогорск строили люди, которых не спрашивали, хотят ли они туда ехать. Манхэттенский проект переселял целые общины без права на возражение. Foxconn устанавливал сетки от самоубийств вместо того, чтобы менять условия труда. Каждый из величайших заводов в истории был построен на компромиссе между производительностью и человеческой ценой. И каждый раз этот компромисс решался в пользу производителя. Это не случайное совпадение. Это структурная закономерность промышленной истории. Каждый раз, когда производство достигало нового масштаба, оно требовало от людей больше, чем они готовы были отдавать добровольно. Форд это понимал и держал службу безопасности из 900 человек. Советские планировщики это понимали и использовали систему принудительного распределения рабочей силы. Менеджеры Foxconn это понимали и требовали подписать обязательство не подавать судебных исков. Гигафабрика в Неваде пока не вошла в этот ряд в полной мере. Она слишком молода. Но уже в 2017 году сотрудники Теслы жаловались на травматизм выше среднего по отрасли, на нормы выработки, установленные без учета физических возможностей человека, и на давление, при котором сообщать о несчастных случаях было негласно не принято. История, похоже, повторяется с точностью, которая сама по себе является фактом. Величайший завод в истории — это не одно здание и не одна компания. Это сам принцип промышленного производства, который за 100 лет прошел путь от конвейера Форда до роботизированных линий Невады и при этом так и не решил одного противоречия между скоростью, которую требует рынок, и темпом, который выдерживает человек. Пока это противоречие не решено, следующий величайший завод в истории будет построен ровно на тех же основаниях, что и все предыдущие.